Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать о смартфоне, на который, разумеется, как всегда и пишется вход. Это iQOO Neo 6. Притом, это Neo 6 не тот, который продают в Индии на Снэпе 870, это последний Neo 6, который продается в Китае. И здесь стоит уже Qualcomm 8 Gen 1, то есть самый последний процессор. В правой руке у меня тоже детище BBK, это Vivo X80 Pro. Мы его топили сейчас с оператором Игорем. Он вроде бы не погиб. Если погиб, вы узнаете об этом в ролике. Ролик уже был на канале, скорее всего, вчера. И вы его уже можете посмотреть. Из интересного в этом смартфоне, на который ведется съемка, Neo 6 стоит неприлично дешево. Почему? Скорее всего, потому что вышел Poco F4 GT 5G. И обзор тоже есть на канале, 3 дня назад я его выгружал. Поэтому на этот смартфон ценник конкретно сбросили. iQOO демпингует. Хорошего в этом смартфоне это очень оптимизированная, по мне лично, оболочка, классный экран. Да, здесь нет защиты от влаги, как в Vivo, но его стоимость подразумевает то, что он средняк. А возможности видео, фото и всего остального, исключая фронталку, как вы видите, значительно больше, чем у средняка. Мне этот смарт нереально зашел. Не забываем подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, там есть отдельные обзоры и примеры камер. Но главное не это, главное то, что если вы увидели этот смарт на обложке, и он вам внешне понравился, я вам скажу, что после обзора он вам понравится еще больше. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать смартфон, которого, скорее всего, у нас не будет. Понятно, что у нас много каких смартфонов не будет по причине того, что сюда официально решат ничего не завозить, но этого, я уверен, и в ритейле даже параллельным импортом вряд ли кто-то привезет, кроме какого-то там Авито. iQOO плохого вообще не делают. Это супер бренд для родных китайцев от китайцев. Что мы имеем здесь внутри? Мы имеем здесь упаковку, очень похожую на премиальный сегмент из разряда iQOO Z9 Pro или что-то подобное. То есть здесь она интересным образом оформлена. Внутри у меня 8 гигабайт оперативы, 256 на борту. Коробка довольно сильно помялась по углам. Спасибо почте, притом неизвестно какой. Но сейчас я говорю спасибо почте без сарказма. Я в принципе рад, что сейчас что-то доставляют, рад, что можно что-то купить. И не менее рад, что через Kiwi покупать все это максимально выгодно. Опять же напоминаю, тот же OnePlus 10 Pro сейчас продают за 36 тысяч рублей. Барабанная дробь может быть еще дешевле, если курс еще просел. Вот такая красивая наклейка идет в комплекте, плюсом в карму. Довольно приятный чехол, когда мы сразу видим блок камер, да? Документация, разумеется, с рассказом про то, каким образом туда запихивать физические симки. Вдруг вы не умеете. Рассказ на китайском про то, что где здесь находится, где сенсор, сканер отпечатков пальцев, где какие сенсоры, где у нас фронталка, к сожалению, по сути она по центру. Но не ради этого мы все собрались сегодня, правильно? Комплект это хорошо, но смартфон еще интереснее. Из комплекта, разумеется, здесь зарядка Fast Charge на, скорее всего, 80 Вт. Да, стандартная, такая же, как у Vivo X80 Pro, обзор на который вы можете уже посмотреть на канале. Мне он зашел, разумеется, он стоит дороже, но там прям совсем премиум сегмент. И ключ для извлечения сим-карт. Смартфон, барабанная дробь, синенький, бирюзовый, не знаю, вот такой он, а-ля из эко-кожи. Как будто ты сразу его в чехле получаешь. Все, кто будет шутить над цветом, шутите. Что я могу сказать? Я могу сказать, что Type-C-шник четко посерединке, фронталка, к сожалению, по центру, не в углу, нет мини-джека, и мне кажется, что это не инфракрасный порт. Сейчас я буду вандалить. Нет, вроде есть инфракрасный порт, но это я буду уточнять. Мини-джека нет, инфракрасный порт есть, никаких водопадов, подбородок вижу минимальный, по-моему, его здесь даже нет. Включается все при вибро, то есть он у нас заряжен. И он мне нравится. Я не знаю, как вам. И мне цвет даже нравится. Почему? Потому что он необычный. Origin OS, операционка здесь. Что у нас предлагают? И предлагают мне все полностью и бесконечно и ужасно на китайском языке. То есть у меня не было выбора языка. Unbelievable. Нет, все есть. Ха-ха. Я уже испугался.
Да, этот ужаснейший русский язык не в плане русского языка, а в плане шрифт. Что мы самое главное видим? Видим, что есть чуть-чуть подбородок. Можем сейчас благополучным образом взвесить все это дело. 195 граммов вес. Яркости хватает. Сейчас я проверяю, есть ли обновление. Уже пришло обновление. Уже мы загружаем это дело все на смарт. 76 миллиметров в ширину. Пусть на миллиметр, но прямо ощущается, что больше, чем стандартные 75. Высота 163, вот в высоту он меньше, чем стандартный смарт. И в толщину 9,9 с блоком камер, которые странно не защищены, 10,5. То есть он у нас тоненький. Блоки камер, как вы можете заметить, их всего я вижу 3. Скорее всего, это телевик, но не факт. Возможно, и макро. Будем смотреть дальше. Здесь заявлено OIS. Это значит, есть оптическая стабилизация, помимо цифровой. И, ну, скорее всего, на, опять же, основной камере. И сразу мы видим, что здесь нет направленного микрофона. Это минус в карму. Плюс фронталка довольно большая. Плюс у нас небольшой такой подбородок. Напоминаю, что это никакой не премиум сегмент. То есть это средний ценовой сегмент с претензией на премиум, скажем так. Сразу проверим, вдруг здесь можно все-таки запихать что-то еще. И я первый раз такое встречаю. Здесь есть пластиковая заглушка для симки, которая показывает, каким образом вам сим-карту нужно запихивать в слот. Слот, разумеется, прорезинен, но что-то происходит не то в Поднебесной, если там рассказывают людям, как правильно запихать симку. В чехле чуть-чуть стало темнее, но в целом все равно телефон также прекрасно, ярко выглядит. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Напоминаю, что в телеграм-канале скидок много жирных предложений, в том числе OnePlus 10 Pro дешевле 36 тысяч рублей. Какие-нибудь там наушники, которые OnePlus недавно были, Энки за 1900. Еще много веселого. Без всяких промокодов, купонов. Главное научиться оплачивать через Kiwi. Перейдем же к смартфону. Полетели. На руках у меня китайская версия смарта. Приобрести данный девайс можно в черной, голубой и оранжевой расцветке. Дизайн смартфона привлекательный, тыльной частью он похож на Vivo X80 Pro, обзор на который был вчера. Тыльная часть выполнена из эко-кожи, рамки из пластика. В руке без чехла лежит удобно, одной рукой пользоваться смартфоном можно, но возможно кому-то будет и неудобно. Сборка хорошая, как и материалы. Корпус не марки, что радует. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, кнопки имеют небольшой люфт. Далее есть разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, к сожалению. Также мы имеем два микрофона и капорт динамики основной и разговорной, который также выступает в роли основного. Звучание здесь хорошее, стерео. Для своей цены, я бы даже сказал, лучше, чем он стоит. В настройках есть раздел с настройками звука. К примеру, можно включить звук высокого разрешения и воспользоваться аудиоэффектами. Разумеется, кастомного эквалайзера в стоке нет. Мини-джек отсутствует, как и защита от пыли и влаги, но салазки прорезинены. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED E4 дисплеем на 6,62 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран без закругленных краев. Контрастность 6 миллионов к 1, 100% широкая цветовая гамма DCI-P3, HDR10+, на борту. Плотность пикселей 398 ppi, что близко к моему золотому стандарту в 400 ppi, когда вам очень сложно эти пиксели рассмотреть своим глазом. Точнее, без приборов или лупы не рассмотрите. Пиковая яркость 1300 нит с запасом. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает. Вглядываться в экран не приходится. И бликов по минимуму. Это, конечно, вам не топовые Samsung, где 1700 нит, но 1300 нит это тоже с головой. Частота обновления экрана на выбор есть 60 Гц автогерцовка. Тест на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране. Результаты не лучшие. Это если отталкиваться от того, какой результат получаем мы в смартфонах с тачем на 600 Гц и выше. DC-диминга в наличии нет. Шим на 100% яркости 4,7, на 50% 7,5%, на минимальной 30% и на нуле 11%. Показатели шима неплохие. У меня за время использования глаза от экрана не уставали. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Полноценный Always On дисплей в наличии с отображением уведомлений. Далее мультитач на борту, и на 10 касаний экран откликается хорошо. Разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев
расположили ниже, чем я предполагал, но в целом быстро привыкаешь к его расположению. Очень многие так делают, включая Huawei. Работает он хорошо и довольно быстро. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца можно, но всплывающее уведомление о том, что данный отпечаток уже зарегистрирован, отображается. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Далее шрифт в настройках можно поменять, что хорошо, так как стоковый шрифт не впечатляет. Подбородок у экрана есть, но он не громадный. Экран для повседневного использования, как по мне, хороший. Цветопередачи естественной, четкости достаточно. Также в настройках его, разумеется, можно подогнать под свои предпочтения. К примеру, отрегулировать цветовую температуру или воспользоваться готовыми режимами, которыми я, к слову, и пользовался. Режим защиты глаз, разумеется, в стоке. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon первого поколения. На данный момент последний с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS 12 на базе Android 12. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Разумеется, виртуальное расширение ОЗУ до 4 ГБ есть. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии и поддержка 5G сетей, что не особо актуально. Для 4 G бенды 7 на борту, а 20 бенд отсутствует. Тем не менее, связь смартфон ловит отлично, звучание во время разговора приемлемое, проблем с датчиком приближения и микрофоном у меня не было. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи, но напоминаю, что прошивка китайская. Если телефон выйдет в Global, вполне возможно, это дело выпилят. VO-LTE завезли, но VO-Wi-Fi я не нашел, скорее всего, нет. Вибромоторчик хороший, настроить силу вибрации можно, как и тактильный отклик. Для игр также есть 4D вибрация, которую можно включить в настройках. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC поддерживает из навигации на борту BDS, AGPS, GLONASS, Galileo и QZSS. GPS-тест в городских условиях показывает стандартную точность для Qualcomm 3 метра. Емкость аккумулятора 4700 мАч. В PC-марке выдал хорошие 10 часов 14 минут и осталось еще 20%. Тест проводил я при 120 Гц на максимальной яркости. Смартфон поддерживает Flash Charge на 80 Вт, беспроводной зарядки нет, что неудивительно. Заряжается Neo 6 с 0 до 20% от родного адаптера питания за 5 минут, а производитель заявляет, что за 5 минут набежит 30%. Может быть, он имел в виду с 2%, но не столь критично. С 0 до 30% за 9 минут, с 0 до 50% за 15, с 0 до 100 за 34 минуты. За 30 минут просмотра видео в YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 7% заряда. Считайте 14% в час. За час игры в Genshin Impact на средних настройках графики и 100% яркости 23%. Смартфон, разумеется, не сбрасывал яркости, лагов я не наблюдал. Играть комфортно, даже если выставить максимальные настройки графики, картинка плавная, но уже иногда проскакивают рывки. Если играть в более легкие игры, например, в Standoff 2 или танки, то проблем в работе смартфона вообще никаких нет. Так что для игр его использовать однозначно можно. В стоке имеется ультра-игровой режим у Neo 6, который, к слову, в Vivo X80 Pro был также на борту. В нем много различных настроек, и из интересных я бы выделил улучшение отображения игры, интерполяцию кадров, качество звука и звуковые эффекты для игр. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стандартно. 257 гипсов минимально, максимально 385 гипсов и в среднем 290 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. И это лучший результат, чем у X80 Pro. В Geekbench 5 в сингл-коре 1228, в мультикоре 3572. 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 2491, Wildlife Stress Test 9947, Wildlife Extreme Stress Test 2489, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu выдал результат в 983 тысячи попугаев. Storage тест показал великолепные 72 458 баллов. 45-минутный стресс-тест прошел стандартно. Неплохо, не хорошо для этого процессора. Результаты вы можете наблюдать на экране. Результаты теста искусственного интеллекта 1 миллион почти 100 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и LED-вспышки. Основной сенсор GW1P с оптической стабилизацией на 64 мегапикселя, сверхширик на 12 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. Стандартная стабилизация спокойно работает в 4К 60 FPS, а вот уже супер стабилизация работает только в 1080p 60 FPS. Замедленная съемка максимум может снимать в 1080p 240 FPS. В стоке имеется достаточно различных режимов как для фотосъемки, так и для видеосъемки. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео
видео 1080p 30 fps. Основная камера справляется с видеосъемкой хорошо, как и оптическая стабилизация. Короткие примеры вы сейчас увидите. Neo 6, максимум 1080p 30 fps, ночь, фронталка. Притом напоминаю, что в Петербурге белые ночи, максимально неприятное освещение. То есть у меня катится машина с включенными фарами желтыми по правую сторону, позади кирпичное здание, стабилизация не фонтан, шумы. И да, я знаю, что это максимально неприятно для съемки, для фронталки, но вот с этим максимально неприятным состоянием фронталка не справляется. Шумы, вы сами видите. Хотя вроде бы это прям супер-мега крутой смартфон, но помним, что это BBK все равно на фронталку. Главное, что в WhatsApp, в Телеграме вы кружочек этот запишите и все. И что-то будет видно. Глаза, нос там. Ну что же, тест фронталки в не лучших и не самых приятных условиях. Максимум 1080p 30 fps. Идеальными условия не назвать по той причине, что раз, свет прямо в камеру. 2. Изменение освещения. И 3. Сейчас мы из светлого освещения выйдем в слабое. И самое важное, да, что нужно сказать, что фронталка, конечно, не вывозит. Вообще никак. Единственное, она вывозит в плане, наверное, стабилизации, потому что 1080p максималочка. Вот сейчас я иду, но зайчиков ловит она капитально. Скорее всего, проблема в алгоритмах. Я так предполагаю. Но опять же, вспоминаем, это все BBK. И что могут, то могут. Мы долго и упорно можем с вами расстраиваться и говорить о том, что мы хотим, чтобы фронталка снимала так же, как в Яблоке или как в Samsung в топовых. Но здесь и не цена топового Samsung, а как минимум в 2 раза ниже, если не в 4. Поэтому только так. Опять же, в ночное время, учитывая, что мы помним, что сейчас белые ночи в Петербурге, и, к сожалению, абсолютную темень я не обеспечу, но вы в ролике и так увидите, что я пытался снимать там, где совсем темно, и там, где совсем темно, не видно ничего. В целом, роллинг шаттера нет, и для BBK не худшая фронталка. Из веселого, что хочется отметить, разумеется, это вот эта фишка с двухоконным режимом, но я сейчас только что пробовал при вас окошечко подвигать, окошечко не двигается, изменять в режиме реального времени, к сожалению, ничего нельзя, а так хотелось бы. По стабу вы сами видите сейчас, как и что происходит. По каким-то дополнительным фишкам здесь есть возможность всяких нарезок из разряда там 4 ролика по 5 секунд, нарезки в каких-нибудь там рамочках, но все это делается стоковыми программами, без каких-то дополнительных, без иншотсов и всего подобного. Если брать во внимание, что здесь есть цифровая и оптическая стабилизация, ну и учитывая супер мощный процессор, то, что я сейчас вижу по стабу, это не лучшая картинка. Всякие штуки из разряда фотка в движении лично у меня не отрабатывает. Я не знаю почему. Опять же, может быть, здесь дело было в алгоритмах, в каких-то недоработанных. Но обнова мне прилетала уже 3 раза на него, к слову. Сейчас вы видите 4К 60 FPS. Из интересных приколюх здесь это, разумеется, ночная съемка, притом задержка 2 секунды. То есть вы в течение 2 секунд должны держать неподвижно телефон для того, чтобы получить качественный снимок. Снимок, и правда, будет очень качественный, опять же, по моим меркам, но супер быстро. В 4К 60 FPS на освещении, неоновые вывески смартфон реагировать не успевает. С другой стороны, вы стаб для основной камеры в 4К 60 FPS видите, какой здесь. И по моим ощущениям, и по моему опыту, он прям нереально плавный. Возможно, на большом экране это все будет как-то по-другому выглядеть. Возможно, на большом экране будут какие-то рывки или еще что-то подобное. Да, не идеально он справляется со светом. Но вот даже, видите, с такого расстояния, допустим, KFC-шный плакат, он различим. При том, что Poco F4 GT и подобные смартфоны, они не осиливают неоновые вывески и вывески с подсветкой.
с такого расстояния. Если говорить о автофокусе ночном, раз, два. Объект очень сложный, то есть трава, но телефон справляется в целом. Молодец. Немного хотелось бы еще фронталки добавить в довольно странном освещении. Единственное, к чему претензия серьезная к данному смарту, это как раз к тому, как он ловит зайчиков в ночи. Но не это главное. Главное, что мы помним, что здесь Snap 8 Gen 1, супер мощный процессор, супер быстрая память. К сожалению, USB 2.0, к сожалению, нет 20-го бенда, об этом я и в начале, и в конце скажу. Но самое приятное здесь цена, потому что $425 в рублевом эквиваленте, если вы сейчас умножите на курс Киви 60 рублей, там 50-29, то вы получите ценник в 26-27 тысяч, и это смартфон мечты просто за эти деньги. Но опять же, без 20-го бенда, с такой фронталкой ночной, тут уже есть где потанцевать. Почему? Там и 12X есть, пусть даже процессор попроще. Там есть и, может быть, чуть-чуть до 12-го докинуть от Xiaomi, хотя там MIUI. И вообще, в целом, вот эти все аппараты, которые от китайцев нам прилетают, конкретно я вот, допустим, купил Neo 6, будет еще Neo 6 SE. Хочется добавить, что и с оповещениями могут быть проблемы, и китайское вот это вот все ПО удалять, и на вивовском официальном сайте регистрировать, может быть, там какое-то новое ПО приходит. По шрифтам там все исправилось, лично по мне, адекватно. Во всяком случае, у вас может быть другое мнение, если вы будете смотреть, опять же, ролик, вы увидите шрифт, который вам не понравится, то придется колдовать. В целом, смартфон хорошо ловит сеть, хорошо снимает, классно снимает, скажем честно. И ощущение от него флагмана, я бы даже сказал, что мне больше понравился, чем Vivo X80 Pro, потому что здесь экран не водопад. Хотя, опять же, вспоминая разрешение экрана и топовость, 1300 нит это круто, но у того же Redmi K50 Pro разрешение было намного серьезнее. И здесь вопрос, с чем и как танцевать. Но это все размышления, заодно тест длительной фронталки. Ну что же, пример работы фронтальной камеры, опять же, не в комплементарном месте у Neo 6. Притом, еще раз повторяю, что это Neo 6 не тот, который продают в Индии. В Индии стали продавать его, получается, облегченный, с Snap 870. А это именно Neo 6 на Snap 8 Gen 1. И не знаю, многие сейчас бросают такую мысль, что в Китае пытаются использовать максимальное количество процессоров для того, чтобы потом иметь возможность какого-то простоя. Я в это не верю. Почему? Потому что, опять же, помним, что у них упали продажи на 30%. Никто не ожидал, что Китай будет продавать на 30%. Думаю, 30% продаж Китая — это как у нас за лет 10, если не за 20. Нужно, кстати, посмотреть относительные цифры, но тут чисто по населению в 10 раз больше. Вот и все. И что я могу добавить? Я думаю, что вы прекрасно видите качество картинки. Чтобы посмотреть спеки, придется вам с транслитом сидеть на официальном сайте IQOZ. К слову, официальный сайт IQOZ, опять же, в Индии работает, а вот почему-то китайский у меня никак, даже через VPN не заходил, пришлось смотреть на официальном сайте Vivo. То есть там есть отдельная вкладка IQOZ, и в китайской версии сайта вы сможете благополучным образом посмотреть на рекламу данного смартфона. В целом сейчас, исключая того, что вы абсолютно не видите тучи, вот они какие, если без моего лица, смартфон снимает лично меня неплохо. Но опять же помним, что с таким типом процессора фронталку иметь на 1080p кощунство. Но BBK все равно, может быть, логика в этом есть. В первую очередь же они торгуют на внутреннем рынке. Там объемы совсем другие, а уже потом инстаграмным маньякам за пределами Китая. В конце концов, вот таких вот фотографий, видео или еще чего-то
для соцсетей хватает с головой. Когда мы говорим, опять же, о 4К, нужно понимать, что даже качество 4К, которое я выкладываю, вы можете увидеть только на 4К телевизоре. Если, допустим, это сравнение, два смартфона 4К, то вам уже нужен 8К телевизор, чтобы сравнить их, опять же, вот то, что я выкладываю. Но я думаю, с точки зрения физики все это прекрасно понимают. Но телефон интересный, не только внешне, но и по всем остальным каким-то параметрам. Единственное, со стабом у фронталки, ну, сами видите. Вообще много чего у фронталки, как всегда, у BBK. 4К 60 FPS, основная камера. Если стаб работает, это круто. Делаю X плавный, никаких кнопочек здесь нет. Удобных из разряда X10, X3 или что-то подобное. Вот сейчас X10. На ультраширик я, разумеется, перейти не смогу. По поводу стабилизатора в данном режиме вы картинку наблюдаете. Я думаю, вам хватает. Но суперстаб работает, разумеется, сейчас скажу в каком режиме. Лучший вариант для суперстабилизации это 1080p 60 fps. Сейчас я беру в одну руку камеру и начинаю идти максимально неприятно с вибрацией по полю, не по асфальту. Смартфон все равно вывозит. Жаль, что не в 4К 30 fps с одной стороны. С другой стороны, лучше честные 1080p 60 fps с хорошим стабом, чем фейковые стабилизации в 4К. Немного проверки автофокуса 4К 60 fps в дождливую погоду. То есть сейчас смартфон прям весь в капельках. Вроде работает. 4К 60 fps, автофокус посложнее объект, но все еще справляется. Минусы: фронтальная камера не радует, нет мини-джека, нет 20-го бенда, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Есть вариант на Dimensity этого же смартфона, который я бы не рассматривал, не попадитесь. И есть вариант, как я знаю, на Qualcomm 870. Также не попадитесь, потому что это вариант для индийского рынка. Он попроще и намного дешевле. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Опять же напоминаю, что в телеграм-канале я постю эксклюзивный контент, примеры видео и фото, и новости. Помимо новостей есть еще и эксклюзивные обзоры. Поэтому подписываемся, смотрим, ставим реакции. Не забываем подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи. Резюмирую, у этого смартфона нет направленного микрофона. Этот смарт, к сожалению, не имеет какой-то суперкосмической стабилизации. У него есть свои недостатки по фронталке. Но плюсы сейчас расписывать я вообще смысла никакого не вижу, потому что за тот ценник, за который его продают, даже учитывая, что это китайская версия, но это BBK, это Gen 1, они сделали хорошо, они уже сделали сбалансированно. Он мне зашел не меньше, чем X, точнее даже больше, опять же, учитывая стоимость. Потому что от стоимости все танцует. Выглядит интересно, снимает классно, играть в него кайфово. Никаких вам вот этих вот водопадов в нем нет. Опять же, для меня это огромнейший плюс. И в целом девайсу однозначное да. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Разумеется, 6SE, Neo 6SE уже тоже у меня на руках. Это его упрощенная версия. И все, что есть в Поднебесной из интересного, я и покупаю сам. Но если вы мне напомните, я что-то пропустил, я буду только рад. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.